Привет! Сегодня мы с тобой обсудим, что именно крайтеки сломали, когда отключили ивент. Также мы с вами обсудим новое оружие миличное. Это копье, которое можно будет метать, подробности чуть дальше. И немножко затронем тему о читаках, или почему у меня так сильно горит с крайтеков. Что ж, давайте начинать. Первое, с чего мы с вами начнем, это что было сломано после отключения ивента. Ну, первое, на что многие обратили внимание, это у нас сейчас в контрактах есть только дневное и ночное время суток, и всегда будет только один босс. Крокодил тоже встречается, то есть один босс и крокодил. Это возможно, это будет. Это является багом, так как разработчики сами об этом написали. И как они говорят, что они сообщат нам, что когда будет дата фикса, я, наверное, вас расстрою, но, скорее всего, дата фикса не будет, а это уже исправят, когда будет следующий ивент. Ну, потому что уже были такие моменты в истории Hunt Showdown, что обнаружился какой-то баг, да, разработчики говорили, что мы о нем в курсе, да, мы это исправим, но исправляли уже со следующим обновлением. И здесь, я думаю, будет то же самое, то есть у нас будет один босс и одна погода, ночное и дневное, до следующего ивента. Также у вас может выпасть и дождь, и туман одновременно, но у дождя не будет звука. И еще у дождя, не знаю, что с ним стало, он теперь идет и внутри дома. Вот фрагмент с канала Генри Монро, я думаю, он будет не против. Вот таким образом это все выглядит. То есть вы видите, что нету звука дождя, есть туман, и дождь идет внутри дома. То есть вот это вот тоже нам сломали. Вам может выпасть такая погода. Также говорят, что карты стали чуть темнее. Да, я тоже на это обратил внимание, но там не так сильно. То есть если вы играете на гамме 1.0, то советую поставить гамму 1.10, и в принципе для вас будет та же картинка. Игроки также жалуются, что появилась зернистость. У меня лично картинки зернистой нету, но в темном зрении у меня появляется это зерно, конкретно в темном зрении. Кто-то, ну, короче, мнения разделились, очень много у людей, у которых по-разному стало что-то появляться. То есть кто-то говорит, что вдалеке зернистость появилась, у меня зернистость появилась в темном зрении, у кого-то что-то. Ну, я думаю, это зависит от видеокарты, там, процессора, движка, ну, от компьютера. У каждого отразилось по-разному. Многие могли заметить новые значки сапплаев на карте, но это не новые значки, это просто старые. То же самое и с полоской загрузки во время выхода с катки. Это полоска загрузки с консолей. Чему она к нам на ПК попала, непонятно. Вот. И самое интересное, что на консолях наоборот, когда вы загружаетесь в катку, эта полоска загрузки есть. А когда вы выгружаетесь, полоски загрузки нет. А у нас почему-то наоборот. Вот такой вот прикол. Есть еще некоторые моменты с багами и лагами, где что они сломали, но они встречаются крайне редко, поэтому я даже не вижу смысла об этом говорить. Я бы хотел затронуть другое. В описании патча 1.16.1, это который отключил ивент, есть следующая строчка. Отключены некоторые параметры, которые несправедливо позволяли увеличить видимость. А вот тут у меня возникает вопрос. А какие именно? Как бы это смешно ни звучало, но многие способы, которые дают преимущество над другими игроками, а то есть видимости, давайте на этом сосредоточимся, до сих пор работают. Один из способов, правда, закрыли. Я сейчас вам покажу один фрагмент, а потом я покажу, как его можно было запустить. Вы просто будете шокированы. Давайте глянем. Неплохая видимость, согласны? При том, что это еще и ночь. Данный способ, конечно же, пофиксили в патче 1.16, 3 месяца тому назад. До этого он работал без проблем. А самое смешное, что для этого ничего не требовалось. Совершенно. Все, что вам требовалось, это запустить игру через диспетчер задач, после чего у вас была вот такая картинка. Смешно, не правда ли? Сейчас добиться такую картинку так же легко. Просто нужно чуть-чуть помучиться. Ну, минут 5, и у вас будет такая картинка.
Не знаю, какой способ имели в виду Крайтеки, но сейчас я вам покажу еще один способ, который до сих пор работает. Здесь еще более интереснее тема. Вы можете отключать и включать текстуры по нажатию одной клавиши. Давайте посмотрим. Возможно, они имели в виду отгруз текстур? Да нет, он по-прежнему работает. Или отключение теней в игре, когда повышается видимость? Тоже нет. И все это работает и будет работать еще долго и спокойно. Почему? Да потому что им важно выпускать DLC, новое оружие и тому подобное. Но проблемы, которые остаются, они остаются до сих пор. Я уже большинство этих проблем обсуждал вот в этом ролике. Можете посмотреть, ссылочка будет в описании. И самое смешное во всей этой ситуации, что для того, чтобы отключить тени, произвести отгрузку текстур, сломать в принципе текстуры и видеть лучше, не нужны дополнительные программы в большинстве случаев. Движок поломанный, сломан, и взломать его ничего не стоит. Для того, чтобы, допустим, отключить тени, нам нужно просто скачать с интернета конфиг готовый и закинуть в корень игры. И все, теней у вас нету. Читами это трудно назвать, потому что читы в основном изменяют код игры. А здесь просто нужно знать, как правильно запустить игру для того, чтобы у тебя не работали текстуры. Ладно, мы уж слишком застряли на вопросе с видимостью, давайте продвигаться дальше. Итак, движок. Когда он будет, неизвестно. Потому что единственное, что ответили Крайтеки на этот вопрос, что они дадут нам новости в этом году. И так что ждать в конце мая обновления движка, скорее всего, не стоит. Как говорится, ждем с моря погоды. Так, давайте двигаться дальше. И сейчас я вам покажу нового охотника. Вот вы его видите на своих экранах. Вот такой вот у нас охотничек. В принципе, прикольный. В принципе, прикольный охотник. Трешку нам уже показали. Скин на трешку нам уже показали официально. Потом будет скин на Скотфилд. Вы сейчас также наблюдаете. И будет скрин. Так, я понял, это динамитная шашка. В принципе, вот такой охотник нас ждет. Еще есть один охотник, но, к сожалению, на него у меня нету картинки, у меня есть описание нового охотника. Непонятно, будет ли это DLC или будет это покупной в магазине, но, в принципе, вот описание, если вам интересно. Следующее, это у нас новое оружие, метательное копье, то есть его можно будет метать. Занимает слот оружия, по урону будет плюс-минус как сабля. Дальше нас, конечно же, ждет куча висюлек, без них никуда. Но есть интересная такая новость, что за каждый 10-й престиж теперь будет даваться висюлька. Сама идея мне очень понравилась, на самом деле прикольно, да, то есть каждый 10-й престиж мы будем получать еще какую-то дополнительную награду. На мой взгляд, это прикольно. Пишите в комментариях, как думаете вы. Так, нас ждет еще новая болтовка Springfield карабин. К сожалению, самих скриншотов винтовки у меня нету, но и судя из этих картинок мы можем понять, что скоро нас тоже это будет ждать. Также есть просто описание новых скинов. Вот это описание брелков новых. К сожалению, картинок у меня нету. И описание новых скинов для оружия. У меня также, к сожалению, нету картинок, но, возможно, вам будет это интересно. Самый главный вопрос сейчас — это когда все будет. Давайте я попробую так простыми словами объяснить. В общем, в прошлом году ивент стартовал 28 июня, но нам перед ивентом скидывали много тизеров. То есть, возможно, когда появятся новые тизеры, а вот тизеров нужно будет отталкиваться где-то 2 недели. Если брать последние патчи, это 1.15, 1.16 и даже можно 1.14, то там ивенты стартовали в разрезе 2 недель.
То есть заканчивался предыдущий ивент, и через 2 недели, плюс-минус 3 недели, стартовал новый ивент. То есть в этом году возможно такое. Но у нас нет ни тизеров, ни какой информации о будущем ивенте, поэтому, скорее всего, может быть задержка. И ивент может стартануть в конце июня. Вот, я думаю, я объяснил. Twitch Drops. Скорее всего, они стартанут в июле. Но ходят слухи, что с этим ивентом, который сейчас должен быть, стартанут и Twitch Drops. Мне слабо верится, но они, скорее всего, стартанут в середине ивента. Скорее всего, где-то в июле. Но эта информация не точная, но то, что будут Twitch Drops, это 100%. Немного от себятины. Если тебе понравился ролик, не скупись на лайки, поделись роликом с друзьями. Ну, сам все знаешь, что мне тебя учить. Также хотел бы попросить прощения за такой скомканный монтаж. Все собиралось очень на быструю руку. У меня очень много работы, из-за чего мне не удается нормально собрать ролики, да и стримы толком даже проводить не могу из-за количества работы. Вот. Дальше что я еще хотел. Если вдруг я что-то забыл упомянуть или рассказать о чем-то, пиши в комментариях. Я обязательно попробую рассказать подробнее, ответить на вопросы какие-то. Вот. Все, что я знаю, без проблем могу рассказать и показать, как говорится. И также из-за того, что, ну, вы видите, ролики выходят такие, их сейчас выходит мало, я в данный момент ищу монтажера, который бы помогал мне монтировать ролики. Ну, короче, если что, напишите в телегу, в Дискорд, ссылки все в описании, в личку напишите, мы там обсудим все. На этом вроде все новости закончились, вроде никаких новостей больше нету. Огромное спасибо, что ты посмотрел еще раз. Всех люблю, всех целую и увидимся на стримах.